Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Весенний коридор затмений с 25 марта по 8 апреля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, если вы нынешнюю ситуацию свою переложите на метафору карт, определенно подсказки тоже будут. И если мы говорим про коридор, всегда имеется начало, правда? И вот тут в данном случае начало это у нас лунное затмение в весах. Что же это по факту для всех нас? Это отказ, мои дорогие. Отказ от изживших себя отношений. Отказ от каких-то ситуаций, может быть, на работе, которые вас не устраивают, и это тянется длительное время. Отказ от того, что вас внутренне разрушает или то, что вам мешает жить. Для кого-то может проиграться банально, это когда мы улучшаем свое пространство дома, что-то реструктурируем, избавляемся от мусора, выбрасываем ненужные вещи, какой-то хлам, или то, что морально устарело, или, мои дорогие, то, что нам напоминанием служит какого-то пережитого сложного периода. Вот здесь захочется именно пространство свое расчистить, провести коррекцию реальности. И это правда на 1000% работает. Мы меняем пространство, а в последующем оно меняет нас. Ведь мы приходим в совершенно другое жилище с другой энергетикой. А 8 апреля будет солнечное затмение в знаке зодиака Овен. И это те вопросы, которые отталкиваются от того, какую цену я готов или готова заплатить. И не обязательно это финансы подразумеваются. Насколько вы будете настойчивы, активны, как далеко вы готовы продвинуться, чтобы осуществить свое желание или намерение и цель. Сколько энергии вы готовы на это и времени затратить. Ну, у кого-то может и быть и по финансам. Вот такая ревизия собственной жизни для того, чтобы идти вперед, в будущее. И в целом апрель месяц, он не ожидается спокойным. Но мы пока с вами в разрезе именно периода коридора затмений с 25 марта по 8 апреля. И давайте мы достанем первые 3 карты, назовем их общий фон этого периода, ваше настроение или в какой сфере жизни могут происходить эти судьбоносные перемены. Чего это будет касаться, что это может затронуть для вас. Достанем 3 карты. Достанем еще 3 карты, которые мы откроем в самом конце. Это будет такой вопрос. Чем запомнится вам период коридора затмений? Какое значение может быть его? И 2 карты достанем. Чему вы будете уделять внимание больше за этот период? Неожиданности периода. Возможное. И чем завершится, каков результат? Итак, ух ты. Но дальше можно не смотреть, мои дорогие девы. Это карта императрицы. Когда у вас все под контролем, или это вы отстраиваете благополучие. Для кого-то из вас это творческий процесс, потому что королева у нас плодовита. Имеется в виду, да, у кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть беременность, я жду ребенка, почему нет? Но плодовитость еще на идее. Вот в первую очередь, ведь это где-то прообраз нового «я». Наша ментальность меняется, значит, наши приоритеты меняются. Какие-то задачи мы перед собой ставим совершенно другие. И для вас смена статуса по работе, смена статуса в личной жизни. Да нет ничего невозможного. Но карта нам сразу говорит, это ведь карта власти, и вам ее где-то придется мягко, аккуратно, деликатно, элегантно удерживать, мои дорогие девы, в своих руках. И неважно, что меня смотрят мужчины, это не император, который хлопнул кулаком по столу и сказал, будет так. Есть 2 мнения, мое неправильное. Нет. Гибче реагировать на ту или иную обстановку. Может быть, как раз это важно, чтобы себе либо не навредить, либо чего-то не упустить. Одним словом, для себя сделать со знаком плюс. Но вот для вас, правда, какие-то новые возможности. Вот это как задача на период коридора затмений.
И все сферы жизни, посмотрите, еще один старший аркан на вас будут влиять, мои дорогие обстоятельства. Но тут вам колесо фортуны, как будто будет подыгрывать вам судьба, пространство, время, вселенная, мои дорогие, правда. У нас показана девушка, которая балансирует, посмотрите, на цыпочках, одной ногой на вращающемся колесе истории. У кого-то, правда, зависимость от внешних событий, от того места, где вы находитесь. Меня люди смотрят из разных стран. Но даже если кризис для вас, мои дорогие девы, для вас это возможности. И может быть для кого-то патовая ситуация, а вам она как раз в плюс проиграется. По колесу фортуны мы не зеваем, как и используем удобный момент, так и где-то готовы скорректировать наши планы. Два старших аркана. Мне интересно, давайте я еще третий открою. Ну вот как раз про баланс, да, двойка пентаклей. Придется, как будто, может быть, и быть и вашим, и нашим, или быть легким на подъем по этой карте. По этой карте, знаете, спонтанность в первую очередь. Не догма, как мы делали прежде, а вот есть какая-то возможность, и мы подпоясались и откликнулись, может быть, или поехали какой-то вопрос решать, или откликнулись на какое-то предложение. Мы никому ничего по этой карте не обещаем, кстати. Но пробуя себя в новом деле, у нас получится лучше, чем у профессионала, потому что часто по этой карте к нам приходят как раз вот эти самые возможности. Уметь договариваться, уметь быть дипломатом. Собственно, все то, что я уже сказала. Одна карта дополняет другую. Может быть, это будет дважды важно, потому что у вас два старших серьезных аркана. Но вы знаете, это как новое качество жизни. Что-то может настолько благотворно начать меняться вот за этот период с 25 марта, открывая перед вами, ну, как мир практически. Давайте мы посмотрим, чем вы будете заниматься, уделять внимание. Двойка жезлов, да, еще одна двойка, есть определенная дуальность, когда, может быть, это означает и выбор, а может быть и тот момент, когда я не могу еще отказаться от чего-то, как будто прежнее, да, может это работа, и вы стоите перед выбором, сменить вы хотите прежнюю работу на новую, или вид деятельности, или у кого-то уже две работы есть, и я не могу решиться одну оставить, а второе отдать предпочтение, или отдать предпочтение своему творчеству и не ходить в офис. Вот у кого-то по-разному, но есть какое-то замешательство, а нам карта, посмотрите, удивительный расклад, мои дорогие. 21-й старший аркан, мир. А нам говорят, да нет, ничего невозможного. Мои дорогие, у кого творчество, личное дело, личный бизнес, да у вас все получится. Весь мир перед вами. Что хотите, для кого-то это проиграется как переезд, у кого-то это изучение языков, потому что я хочу переехать, и это, может быть, будет первый шаг. Я как будто балансирую, я использую все возможности, я собираю любую информацию, я не хочу в чем-то ошибиться. Я понимаю, что мне сейчас придется быть великим дипломатом. Вы это сами чувствуете, понимаете, мои дорогие девы. Вы очень целеустремленные люди, это на самом деле. И вот здесь теперь вашу силу как будто и следует направить в конкретное направление. Не размениваться по пустякам. 21-й старший аркан обещает исполнение желаний. Правда. Гармония в душе, сама по себе. Мир. Может быть, какая-то обстановка, если вы переедете, перестанет быть турбулентной, мои дорогие. Правда. Ну, что тут добавишь? Это когда мы получаем уже заслуженные почести, когда в центре внимания это рост вашей популярности, это рост вашей экспертности, профессионализма. Это где-то ваши амбиции, которые вы удовлетворяете. Вы видите результаты своего труда. Шикарно. Давайте мы посмотрим неожиданности. Еще один старший аркан колесница – это аркан перемен. И здесь может ситуация за этот период словно разворачиваться очень быстро, убыстряться. Обстоятельства вокруг вас. Может быть, и правда придется быстро собраться, куда-то отправиться, поехать, чтобы решить какой-то вопрос. И вы не сможете отложить на потом. Но эта карта, она нам о чем говорит? Отпускай прошлое и встречай все новое, что приходит на твой порог. От чего-то как будто вы не должны отказаться. Не быть, может быть, с одной стороны, да, такие серьезные карты,
карты, и все светлые, добрые. Может быть, не быть чересчур большим прагматиком, чтобы не упустить что-то, понимаете? Ведь не всегда к нам возможности приходят так, как мы хотим. Чаще всего или по-дурацки начинается, или вообще ничего не понятно. Что это такое, какой там наперед можно построить план, да, и вот попытаться что-то проиграть, проучаствовать. И это перед вами тоже какие-то перспективы открывает. А для кого-то, правда, переезд, и, может быть, вы думали, я поеду в одно место, а здесь вы можете что-то переиграть. Сами перемены врываются в вашу жизнь, или какие-то обстоятельства вас могут подталкивать сделать важный выбор. Но есть и ваше желание, паж жезлов, это импульс. Я хочу, чтобы было именно так. Поэтому при всей должной дипломатии вы сумеете осуществить и получить желаемое. Если нужно, ну где-то, значит, скорректировать ваш план, но определенно у вас что-то получится. Как будто пространство вам вот эту возможность и дает. Давайте мы узнаем. И чем же завершится король Пентаклей? Вы получаете действительно то, что вы намерены получить, осуществить желание. Это укрепление ваших позиций, это ваша энергетика, которая говорит сразу и о прогрессе. Когда у вас все под контролем, что может быть лучше? Правда, если даже есть какой-то хаос, мои дорогие девы, вы решите все вопросы и создадите порядок. И знаете, даже если поначалу где-то есть так вот турбулентность или как будто как штормит, есть еще тысячи неопределенностей с учетом колеса фортуны, но все же получается у вас сделать что-то очень важное для вас, удивительный расклад и столько старших арканов. Семерка чаш. Чем завершится или какой результат? Семерка чаш – это карта иллюзорного успеха. Как будто не торопиться с выбором. Это уже по завершении. И я могу представить, что одно какое-то дело, вопрос, тема вы закрываете. Иными словами, вы остаетесь собой довольны. И это для вас открывает новые перспективы. И вот там быть тоже честным с самим собой, чтобы понять, где иллюзорность, а где конкретика. Какую, как будто кубок перевернуть, чтобы не попасть на змею или на то, что для вас не может быть продолжено. Но выбор вы будете в течение, может быть, даже этого периода. Или, может быть, это как окончание в районе 8 апреля. Еще раз будет ситуация выбора. Но как на развилке судьбы вы можете стоять дважды. Давайте мы посмотрим, чем запомнится этот период. Правда, тут все с нуля, с нулевой старший аркан, но и сглупить-то мы по нему тоже не должны. Обратите внимание, девушка прекрасная ухватилась, замечтавшись за сухой сук, ветку дерева, и вот этот волшебный сосуд, либо алмаз, либо, может быть, как олицетворение Грааля, она опрометчиво держит над омутом. Поэтому ошибиться нельзя. Новые возможности словно зовут вас, новое вдохновение, новые какие-то, знаете, как, ну, может быть, ваши желания, которые совершенно в другой плоскости, нежели раньше. Вам не просто не хочется прежнего повторения, а вам хочется нового драйва жизни и как будто себя самого изменить или себя саму, чтобы быть, может быть, в другом окружении, может быть, для кого-то быть в другой местности или быть на другой работе, быть в другом качестве. У нас все-таки первый аркан императрица, но императрица, помните, не должна рисковать собой. Никакого риска. Драйв будет, вдохновение будет. Что-то вас может захватить капитально, но не рискуйте, мои дорогие, чтобы не просчитаться. Шестерка чаш, посмотрите, как здорово. Рядом с вами чем завершится? Есть как минимум один человек. Это карта доверия, искренних отношений. Это когда нам приходит на помощь и любит нас не потому, что мы что-то совершили или что-то создали, а просто потому, что мы такие есть. И у кого-то это будет означать, правда, может быть, семейная какая-то история, когда вы съедете все-таки вверху колесо фортуны. Или если вы были со своим любимым человеком на расстоянии, скорее всего, здесь будет продолжена история и новые возможности быстрее, может быть, съехаться. Такое тоже может быть. Для кого-то судьбоносная встреча, мои дорогие девы, правда, может тоже проиграться. Но всячески положительные карты. Есть от чего замечтаться вообще.
Давайте откроем третью карту. Но помните, вот это вот вы не должны себе навредить. Луна. По Луне, знаете, это как есть облик, очертания, а конкретики никакой. Да, эта карта с плюсом проигрывается, когда мы что-то обустраиваем дома. Вот избавляемся от того ненужного мусора или вещей, которые, ну, уже надоели нам. Вот это вот все то, что нас вдохновляет и помогает. Или вопросы вашей семьи, когда вы тоже решаете. Но все-таки по Луне что-то сложно прогнозировать. И правда, может быть, карта, ведь это то, что мы под финал вот эти три карты раскрываем. И вот эта семерка чаш, когда нужно будет еще раз сделать выбор, ближе к концу коридора затмений, и с чем-то не просчитаться будет важно. Слушать свою интуицию. И эмоции не должны поглотить вас где-то. Для кого-то это может быть радужная эмоция, да, когда я безмерно счастлив, или что-то, пусть одно дело получилось, но это правда уверенности добавляет вам. Но и сразу же, как будто нам говорят, посмотрите, вот это сильная позиция, сохраняй. Выглянет солнце, и какие-то очертания будут более отчетливы. Или в нашей реальной жизни что-то встанет на места. Будет больше точной информации, будет больше конкретики. Здесь пока еще за этот период, мои дорогие девы, ситуация либо не развилась так, как должно, либо вы еще пока чего-то не видите и не знаете. Ведь по карте Луна нам в первую очередь говорят о том, что вот эта темнота или неопределенность, она может искажать реальность. И мы можем просчитаться, если будем чересчур на что-то надеяться, потому что в последующем как будто тоже вырисуется какая-то более, может быть, и другая конкретика. И мы еще потом тоже будем корректировать свои планы. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.